Является ли отъезд Тэхёна в Лос-Анджелес признаком важного решения, которого армии всегда боялись? Что на самом деле скрывается за подозрительным молчанием HYBE? И почему Чингук кажется таким эмоциональным, что не может скрыть слез? Мир К-поп снова потрясла новость, которая не только шокировала, но и напугала. Один из толпов BTS, решил внезапно покинуть Корею и вылететь в Лос-Анджелес без каких-либо официальных объяснений, без объявления. И без сопровождения других участников группы. На фан-форуме появилась размытая фотография, на которой, по всей вероятности, запечатлен Тэхён в аэропорту Инчхон. В темной футболке он шел быстрым шагом в сопровождении менеджера. Не было ни репортеров, ни армии, ни заявлений. Но новость о его исчезновении мгновенно распространилась. Многие решили, что он направляется в Лос-Анджелес. Но ситуацию еще больше накалял не только его уход, но и время, которое совпало с внутренними слухами, указывающими на серьезные разногласия в руководстве HYBE. И даже сами участники в течение часа после появления новости об уходе Т. Социальные сети сразу же наполнились серьезными вопросами. Почему? И на фоне всего этого HYBE наконец опубликовали не менее удивительное заявление. В очень коротком и загадочном пресс-релизе было сказано, Ким Тэхён отправится в частную поездку по заранее спланированному делу. Мы просим общественность с пониманием отнестись к его личной жизни и не допускать излишних домыслов. К сожалению, именно эти заявления подпитывали домыслы. Слова «по личным делам» были немедленно интерпретированы общественностью как намек на нечто более серьезное. Что именно Т планировал делать в Лос-Анджелесе? Почему HYBE так осторожно объясняли обстоятельства его ухода? И имеет ли это какое-либо отношение к будущему BTS? Пока публика была в замешательстве, а армия охвачена страхом, один эмоциональный момент, который задел сильнее всего, случился, когда Чингук вышел в прямой эфир всего через несколько часов после появления новости. В темной комнате, освещенной лишь слабым студийным светом, Чингук начал трансляцию совершенно другим выражением лица, чем обычно. Он попытался улыбнуться, но уже через 2 минуты его голос начал дрожать. «Я не знаю, с чего начать. Но есть вещи, которые мы не всегда можем контролировать», — сказал он явно напряженным голосом. Его глаза наполнились слезами. Он постоянно проводил рукой по волосам, это был его фирменный жест, когда он пытался смягчить тревогу. Еще более душераздирающим стало то, что он сказал. «Есть вещи, которые я хочу сказать Хёну перед его уходом, но у меня нет времени». Эти слова мгновенно разбили сердце армии, наблюдавших за трансляцией. Они поняли, что уход Тэхёна был не просто отпуском или секретным проектом. Это было нечто более эмоциональное, более личное и, возможно, более болезненное. Чингук, известный тем, что редко проявляет эмоции открыто. Казалось, не смог сдержать слез, молча глядя в камеру больше минуты. Реакция военных была неудержимой. Десятки тысяч постов самого разного содержания появились в течение нескольких часов. Некоторые плакали, некоторые злились, некоторые умоляли Тэхёна прояснить ситуацию. А многие направили свой гнев на HYBE за отсутствие прозрачности. Даже некоторые обозреватели индустрии начали высказываться. По словам Ким Сон Хо, аналитика поп-культуры из Института культуры Джона, отъезд Тэхёна в Лос-Анджелес может быть сигналом о попытке Тэхёна сформировать новую идентичность после службы. Многие артисты чувствуют себя растерянными после возвращения со службы. Они хотят стремиться к чему-то более личному, более верному себе. Лос-Анджелес — это место, которое позволяет это исследовать, пояснил он. Но ситуацию осложняет дополнительная информация из индустрии, предполагающая, что Тэ мог отказаться от нескольких групповых проектов, предложенных агентством в ближайшем будущем. Это привело к предположениям, что он выбирает крайне независимый карьерный путь, который может противоречить общим планам группы по возвращению. Если это правда, то это не просто вопрос перерыва, а фундаментальное изменение видения каждого участника.
Тем временем источник из персонала HYBE, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что внутренние обсуждения относительно расписания BTS временами были напряженными. Существуют серьезные разногласия относительно направления их карьеры после армии. Некоторые хотят отправиться в мировой тур, в то время как другие хотят сосредоточиться на сольных проектах. Похоже, чувствовал себя не готовым вернуться в центр внимания как группа. И это не обязательно означало конфликт, а скорее несовпадение личных потребностей, сказал он. С другой стороны, фанаты начали собирать воедино подсказки из прошлого. Несколько раз намекал в своих постах в Инстаграм, что хочет найти передышку, вернуться к своей истинной сущности, и даже опубликовал цитату Эрнеста Хемингуэя «Звездочка, мы все сломаны». Вот так и проникает свет звездочка. Многие теперь считают, что эта цитата была не просто художественным размышлением, а давним криком души. Чингук не остался в стороне. После своего прямого эфира он исчез из социальных сетей на целых 2 дня, что было крайне редко, особенно во время важных новостных событий. Когда он, наконец, появился в коротком ролике, которым поделились сотрудники студии, где он работает, он выглядел совершенно иначе. Никаких улыбок, никаких комментариев, только сосредоточенная работа и напряженное выражение лица. Даже коллеги отмечали, что Чингук был совершенно нетипичен для него. Он был мало разговорчив. Казалось, будто он несет тяжелую ношу. Пока мир продолжает строить догадки, нельзя игнорировать тот факт, что BTS находится на переломном этапе. Служба в армии изменила их как личностей, как группу, как людей. И среди всех этих перемен разные цели и чувства могут создать пропасть, которую трудно преодолеть. Отъезд Тэхёна в Лос-Анджелес в этом контексте — не просто поездка. Это символ новой фазы неопределенности. Но за всеми домыслами наиболее ощутима эмоциональная боль, которую испытывают фанаты и сами участники группы. В отношениях, строившихся более десятилетия, разрыв, даже временный, ощущается как потеря частички души. Чингук чувствует это, военные чувствуют это, а миру остается только ждать. Это начало большей свободы для Тэхёна или начало чего-то, что навсегда изменит историю BTS? Одно можно сказать наверняка. Эмоции, перетекающие с экрана на экран, от слез Чингука к сердцам миллионов поклонников, не притворяются. Они настоящие. Это самый человечный момент, который когда-либо видел мир К-поп. И в повисшей в воздухе тишине продолжает звучать один и тот же вопрос: останутся ли BTS вместе? Или пора признать, что даже самые яркие звезды имеют право пойти разными путями? Но, несмотря на весь шум и многочисленные домыслы, последние факты свидетельствуют о том, что новость об уходе Тэхёна из BTS на самом деле ложна. За последние 48 часов появилось несколько разъяснений, как от агентства, так и от людей из его окружения, непосредственно знавших о деятельности группы в Лос-Анджелесе. То, что изначально было воспринято как прощальный жест, оказалось публичным искажением личной поездки, не связанной с уходом из группы. В конечном итоге HYBE опубликовали гораздо более четкое последующее заявление. В официальном релизе, опубликованном на их официальном сайте и в социальных сетях, они подтвердили, что отъезд Тэхёна в Лос-Анджелес был частью серии творческих проектов, связанных с музыкой и визуальным искусством, которые он разрабатывает. У Тэхёна долгосрочные планы сольной работы, включая сотрудничество с зарубежными артистами и продюсерами. Его поездка в Лос-Анджелес была исключительно целью саморазвития и творческих исследований, а не прощанием с BTS. В заявлении говорилось, это заявление также опровергает дикие слухи о том, что у Тэхёна внутренний конфликт с агентством или даже с другими участниками BTS, включая Чингука. Правда в том, что все участники BTS согласились и поддержали сольную деятельность друг друга в рамках стратегии ребрендинга группы после ухода в армию. Поездка Тэхёна в Лос-Анджелес не была односторонним решением или способом эмоционального побега, а скорее срочно запланированной официальной повесткой. Более того, несколько источников заявили, что эта поездка была запланирована еще до того, как он завершил службу в армии. Что касается эмоционального выражения Чингука, которое он отреагировал на ARMY, разъяснения пришли в последующей трансляции в Ливе следующим вечером.
Чингук сказал, что скучает по Тэхёну, которому пришлось долгое время отсутствовать по работе, но настаивает, что нет никаких конфликтов или печальных решений, о которых стоило бы беспокоиться. Мы с Тэхёном очень близки. Мы часто шутим о жизни, работе и даже о будущем. Иногда я тоже становлюсь чрезмерно чувствительной, когда его долго нет рядом. «Вот и все», — сказал он с легкой улыбкой, которая развеяла беспокойство фанатов. Он также объяснил, что слезы, увиденные во время предыдущей прямой трансляции, были вызваны не новостью о расставании, а эмоциональным стрессом, который он испытал, увидев встревоженную реакцию Арми. «Я знаю, что многие из вас плакали, и я чувствую себя виноватым, что не смог сразу объяснить, но мы в порядке. BTS не прекратят свое существование только из-за сольного проекта», — добавил Чингук. Примерно в то же время один из ближайших друзей Тэхёна в американской музыкальной индустрии, известный продюсер, работавший с несколькими мировыми артистами, опубликовал их совместную фотографию в студии Лос-Анджелеса. Подпись гласила «В предвкушении грядущего». Ви готовит что-то грандиозное к 2025 году. Этот пост был сразу же хорошо принят армией и публикой, поскольку он подтверждал, что деятельность Тэхёна в Лос-Анджелесе была частью долгосрочного плана, а не признаком его ухода из BTS. Другие факты также подтверждали, что предыдущая новость была слишком поспешной и основывалась на неверных выводах. Несколько сотрудников, сопровождавших Тэхёна, также были замечены за приятными моментами с айдолом, в том числе за ужином и наслаждающимися пляжным пейзажем. Не было никакого мрачного настроения, никаких признаков эмоционального стресса или каких-либо комментариев, намекающих на вечеринку. Наоборот, все указывало на продуктивную и приятную работу и творческую атмосферу. Этот инцидент также служит важным размышлением для СМИ и фан-сообщества. В быстро меняющуюся цифровую эпоху информация может распространяться быстрее истины. Одно фото, короткое видео или одно расплывчатое утверждение могут легко превратиться в более масштабный рассказ, который не обязательно соответствует действительности. Даже малейшее проявление грусти со стороны айдола может быть неверно истолковано как признак опустошения. На самом деле, правда далека от истины. Все главные опасения, которые нас терзают, лишь результат выводов, сделанных на основе обрывков информации. BTS остаются нетронутыми. Тэхён остается с ними, а Чингук, как всегда, просто очень по-человечески любит своих одногруппников. В мире, часто полном паники и домыслов, истина иногда требует времени, но в конце концов приходит. И на этот раз истина приносит облегчение и новую надежду всем армии.